Привет, меня зовут Даша, и сегодня я вам покажу, как можно легко собрать модель немецкого истребителя танков Nashorn. Nashorn переводится с немецкого как «носорог», и у немцев был целый зоопарк из разных бронированных зверей, например, танки «Тигр» и «Пантера», а также самоходки «Хумель», он же «Шмель», и «Веспа», она же «Оса». А сейчас мы будем собирать носорога, и действительно он немножко похож на африканского зверя своими внушительными размерами и также рогом, мощной противотанковой пушкой, которой носорог должен был поражать тяжелые советские танки, такие как ИС или КВ. Так что мне не терпится уже начать сборку этой модели, и давайте посмотрим, что внутри этой коробочки. На коробке этого набора самоходка где-то в зимнем поле. И посмотрите, как она эпично выглядит и какая она огромная. А на обратной стороне у нас собранная модель, и мы можем по этой стороне понять, что в наборе всего лишь 20 деталей, но в принципе для сотового масштаба это довольно много. Обычно тут деталей 5-10. И размер готовой модели будет составлять чуть больше 11 сантиметров. Это действительно прям ладошка. Открываем. А купить такие бюджетные модели можно в магазине «Модельная лавка». Там есть весь актуальный ассортимент моделей от звезды в сотом масштабе. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей. А это значит, что можно приобрести аж 2 такие модели бесплатно. Ссылочка на магазин и промокод на скидку есть в описании к видео. Внутри инструкция и пакет с деталями. Давайте посмотрим сначала инструкцию. В инструкции 80 шагов сборки. Каждый шаг подразумевает под собой сборку нескольких деталей. И по инструкции нам нужна деталь А7, А4, А5. Ищем 7-ю деталь. И, соответственно, мы видим А, имеется в виду, что это название этих рамочек. И, соответственно, у нас 7-я деталь. Вот ее обозначение. И 5-я деталь тоже здесь. Соответственно, нам нужно их отделить от рамочки, и для этого нам необходимы бокорезы. Бокорезы имеют 2 стороны. Одна имеет такую плоскую сторону, а другая такую треугольную. И чтобы деталь отделить более качественно и ровно, я использую плоскую часть бокорезов и присоединяю их к детали. И откусываю. Так с каждой стороны. Контент обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Boosty. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. Деталь отделена от рамочки. Теперь ее можно обработать более качественно. И то, что не получается убрать при помощи бокорезов, я уберу при помощи надфиля, такой небольшой маленькой пилочки. Но тут тоже надо быть аккуратным и не перестараться, чтобы не изменить геометрию детали, потому что все детали в наборе должны стыковаться очень четко, чтобы не образовалось никаких лишних щелей, потому что на настоящем танке, если в броне будет щель, то этот танк является бракованным. И когда детали отделены от рамочки и подготовлены, их необходимо соединить. Соответственно, я беру деталь и располагаю ее так же, как на схеме, чтобы было проще ориентироваться. И, соответственно, 7-я деталь, 5-я деталь, располагаю ее вот так. И ищу соответствующее отверстие под нее. Это вот эти вот маленькие отверстия, и штырьком этой детали я соединяю. Берем деталь днища, устанавливаем вот это вот внутренний каркас. Это тоже довольно просто, надо соединить отверстие со штырьками и до такого небольшого щелчка. А теперь в переднюю часть я буду устанавливать деталь А2, точнее 2-ю деталь, наверное, будет проще для этого набора. Тоже насаживаю на штыречки. И я перехожу к 6-му шагу и устанавливаю корму танка. И установить вот эти отверстия на вот эти штырьки. И теперь орудие устанавливаем на нашу самоходку. Все, наша самоходка собрана. И вот такая у меня получилась самоходка, настоящая самоходка, и помещается она прямо на ладошке. И у меня есть в коллекции танк Panzer 4, который имеет тоже шасси, что и эта самоходка. И мы можем, в принципе, убедиться на модельке, что это примерно похожие машины, только с разными орудиями, которые выполняют разные цели. А также
У меня есть тоже маленькая самоходка. Это самоходка Мардер, которая переводится как куница. И теперь у меня на руках и куница, и носорог. Надеюсь, что сборка вам понравилась, и она оказалась вам понятной и интересной. После сборки и промывки модели в мыльной воде я загрунтовала самоходку. И тут я использую аэрозольный грунт от фирмы «Звезда». На такой модели довольно маленький расход, так что такие модели позволяют сэкономить на расходниках. Я закрепила модель на зубочистке в том месте, где у модели вставляется флаг для использования ее в качестве игровой фишки. И это очень удобно, ведь сверлить мне ничего не надо. Первым делом я нарисую тени и обращу свое главное внимание на затенение внутренней части рубки и пространства между гусеницами. А далее я окрашу модель в основной цвет. Тут я использую спиртовой акрил от Gemscale оттенок Olive Drab. И мне очень нравятся модели в сотом масштабе. Они очень удобны в плане хранения. И самое главное, это отличный выбор для новичков, а главное бюджетный. И благодаря этим моделям можно понять, насколько именно подходит вам моделизм в качестве хобби. И модель эта стоит около 250 рублей. Сборка не требует клея, и ошибиться тут довольно сложно. А при работе над такими моделями еще расходуется довольно мало краски. И в принципе такого малыша можно покрасить даже кисточками, не используя аэрограф. Или же при помощи аэрозольных баллончиков, например, от той же фирмы «Звезда». У них очень тонкий слой нанесения краски, так что вполне их можно использовать при работе даже с сотым масштабом. Идея создания самоходных истребителей танков с 88 мм пушкой впервые была сформирована еще в июле 1942 года, когда ПАК-43 находился на стадии разработки. В качестве шасси выбрали комбинацию из узлов танка «Панцирь-3» и «Панцирь-4», применяемую также в качестве шасси 150 мм самоходной гаубицы «Хумель». Противотанковый САУ получил обозначение СД-КФЗ-164 и наименование «Хорнисе», или же по-русски «Шершень». А в феврале 1944 года имя изменено согласно пожеланию Гитлера на Насхорн, или же Носорог. А здесь довольно рискованный шаг. Я вручную прорисую камуфляжные линии, и для этого мне пригодится твердость руки, но в целом получилось вроде даже симпатично. А это один из самых сложных и неприятных моментов в работе над моделью. Это прорисовка резиновых бандажей, катков и гусениц. И тут нужна довольно тонкая кисть и много терпения. 88-мм орудие ПАК-43-1 устанавливалось в открытую сверху рубку из бронелистов толщиной 30 мм в передней части и по 10 в корме и по бортам, то есть броня была чисто противопульной. Ввозимый боекомплект САУ состоял из 40 выстрелов, 16 в двух боеукладках по бортам боевого отделения и 24 на полу боевого отделения. Первоначальными планами серийного производства предусматривалось изготовить с января 1943 года по март 1944 570 САУ. Из них 420 должны были выпускаться фирмами Alkit, а 150 подключившимися к производству с мая 1943 года фирмой Stahl Industrie. При этом самоходка рассматривалась как переходное решение до разворачивания массового выпуска танков «Тигр» и «Пантера». В июне 1943 года общая программа выпуска была сокращена до 500 единиц. Этот план не был выполнен в срок. В ноябре 1943 года союзная авиация разбомбила производственный комплекс фирмы Alkit, и выпуск Насхорнов пришлось перенести на завод Deutsche Eisenwerke. Производство этих САУ было окончательно остановлено лишь в феврале 1945 года, а общий объем выпуска составил 494 единицы. САУ «Насхорн» поступили на вооружение тяжелых танкоистребительных батальонов, каждый из которых имел по 3 роты по 14 САУ плюс 3 самоходки управления, и в общей сложности 45 «Насхорнов». В марте 1943 года был сформирован первый по счету 560-й дивизион, а в апреле 655-й, первоначально именовавшийся «Сталинград». 3 его роты вместо обычных порядковых номеров получили номера 521, 11, 670 в память о противотанковых батальонах с этими номерами, погибшими в Сталинградской битве. После того, как результаты моих ручных работ высохли, я принимаю за тонировку модели. И сейчас на экране прием смывка. Смывка – это жидкая масляная краска, которая разведена white спиритом. И благодаря своим химическим свойствам она затекает во все углубления рельефа модели и рисует тени. И получается очень даже интересный и объемный эффект. А излишки смывки я вытираю кисточкой или ватной палочкой, чуть смоченной в white спирите. Всего Насхорнами вооружили 6 дивизионов.
В 1944 году новых частей этими САУ уже не вооружали. Производства не хватало даже, чтобы покрыть потери. На замену Насхорнам постепенно приходили истребители танков Як-Пантера, которые также были вооружены 88 миллиметровыми пушками, но имеющие полностью закрытую рубку и гораздо лучшую бронезащиту. Свой дебют Насхорнов состоялся в ходе операции «Цитадель» в июле 1943 года. Первый опыт боевых действий показал оптимальную тактику боевого применения этих самоходок – действия с подготовленных позиций и засад. При этом, благодаря отличным баллистическим качествам пушки, можно было поражать вражеские танки на расстоянии до 2 километров, а сама САУ оставалась неуязвимой. В наборы в сотом масштабе звезда упорно не кладет декали. И понятно, что моделька мелкая, но отличительные фракциональные знаки, я думаю, здесь очень нужны. И я заказала декали немецких крестов в разных масштабах. И вот пару таких крестов я нанесу на борта рубки самоходки, чтобы было понятно, что это все-таки немецкая самоходка. И тем самым модель приблизится к своему историческому прототипу. А методом сухая кисть я выделю рельеф модели, то есть сухая кисть – это обратный прием в отличие от смывки. И тут я наоборот высветляю элементы модели. Сухая кисть – это прием, когда я чмокаю широкую кисть в масляную краску, оттенка чуть более светлого, чем базовый цвет, и вытираю кисть об салфетку почти насухо. И такой кистью я прохожусь по модели, и тем самым я выделяю все болтики или какие-либо выпирающие маленькие элементы. Попытки же использовать Насхорны в качестве танков, то есть для атак или контратак на открытой местности, зачастую оканчивались плачевно. В этом случае сказывалась недостаточная бронезащита САУ, легко пробиваемая всеми противотанковыми средствами Красной Армии, и ее высокий силуэт, делающий самоходку отличной мишенью. По состоянию на 1 февраля 1945 года в частях вермахта имелось еще 141 САУ Насхорн, а на 1 апреля 85 единиц. И в конце работы над моделью я сухим пигментом придам самоходке вид повоевавшей машины. И вот такой носорог у меня получился. Это настоящая самоходка, и она уже получилась у меня намного удачнее, чем предыдущие. И при этом это 100-й масштаб. И, кстати, 100-й масштаб – это очень удачный масштаб для коллекционирования техники времен Второй мировой войны. Потому что, мне кажется, на полочке это выглядит довольно выразительно и не так сложно, как 35-й масштаб. И надеюсь, что когда-нибудь я создам какую-то настоящую баталию на рабочем столе. До новых встреч. Пока-пока.